Здравия, дорогие друзья! С вами Николай Субботин, Протоистория. И у нас сегодня в кадре еще Денис Крапивин, наш добрый друг из Рязанской области, краевед, историк, путешественник и, наверное, правильно сказать, рунолог, руновед, специалист по рунам. О чем мы, кстати, сегодня и поговорим. Ну и, в принципе, поговорим о тех исследовательных экспедициях, которые Денис проводит. А чтобы узнать больше, у нас там, как всегда, будет в описании, в закрепленном комментарии ссылочка на канал Дениса. Не забудьте, когда все посмотрите, о чем мы говорим, туда перейти. Итак, ой, чуть не упал. Денис, расскажи, пожалуйста, что у тебя за интересный проект, как он называется? Ну, сейчас недавно мы создали проект с одним близким мной человеком. Он называется «Мой рун», где люди, которые к нам попадают, могут решить разные свои вопросы. От буквально каких-то материальных бытовых задач до духовного роста или самопознания личного. Все это происходит на территории Мещеры, где человек погружается в такое уникальное пространство, и мы помогаем, мы совместно с этим пространством разгружаем человека, ну, можно сказать, его психику, его блоки или какую-то зашоренность, потому что иногда сразу включить человека сложно. Это как, допустим, по принципу приготовления пищи. Я не могу взять грязную кастрюлю и в этой грязной кастрюле сварить вам борща. Мне нужно сначала ее отмыть, отдраить. Денис, давай, пока нам пространство позволяет, расскажи, пожалуйста, а потом вернемся к тому, с чего ты начинал, о тех рунах, которые ты изучал и которые тебе открылись, ну, или случайно, или с некого провидения. Ну, сами вот их, как называют сейчас, русские руны. Я их больше называю сейчас прото-руны, потому что, изучая их, я столкнулся, что в многих культурах, традициях я встречаю похожие элементы или прям вот целиком готовая руна почему-то здесь присутствует. В 2008 году на Олимпийских развалах, случайно встретившись с одним каким-то таким старцем или не старцем, у него длинная борода, он мне дал книгу Бориса Татищева «Гиперборейское учение замкнутого крестана», по-моему, так называлось. Пролистав до конца, я там увидел в конце руны. И сразу меня что-то так торкнуло, так скажу, что мне пришлось их... Я взял эту книгу. И с этого момента началось мое изучение их. Как изучал? Информации практически не было, и надо было как котенку вслепую, путем проб и ошибок. Но результаты потихонечку начали складываться. В процессе уже я знал, что вот как-то вот почему-то знал, что я обязательно встречу человека, к которому пришли эти руны. Там в книге это был написан, его называли Волф Евгений. Ну так и произошло, что мы с ним познакомились, и он взял меня в тот поход, где в тайге эти руны ему передал, как он сказал, бог Один. И там уже дальше, как раз уже даже я могу сказать после похода, даже да, мне тоже стали приходить руны. Я, конечно, немножко скептически вначале к этому отнесся, просто, как говорится, все писал в стол. Но однажды на какой-то встрече у напарника, что ли, или вот тоже соратника Евгения, я увидел знакомую руну. А когда поинтересовался, он мне сказал, что да это же твоя руна. Ну и здесь больше как-то уже уверенности прибавилось, и стал я более как бы четче этим заниматься. Ну и как вышло, что сейчас вот многие руны в ряде, допустим, даже 55, порядка 10, может, рун, может больше, ну сейчас больше гораздо. Есть те руны, которые пришли непосредственно мне. Конечно, не только мне приходят эти руны, есть и другие люди, которым эти руны приходят. Сейчас этого, мне кажется, очень много. Ко всему, в любом случае, я отношусь критически, и вас тоже склоняю к этому. Лучше доверять собственному миру и внутренним ощущениям. Я так иду.
Если мне резонирует некая знаковая система или какая-то руна, я с ней взаимодействую. Если у меня нету какого-то отклика, я никогда не буду опираться на мнение или какие-то комментарии, отзывы и предложения. Что было приятно, что вот эти руны, которые именно мне пришли, сейчас используют народ, им нравится, есть результаты. Я в сети встречаю какие-то статьи, даже кто-то на мою руну дополнительные какие-то описания описывает, наверное, исходя из своего опыта и наблюдений. Это, конечно, радует. Потому что руны, эти руны, которые называются русскими, я считаю, что они живы. Эти руны имеют свое сознание, они работают по принципу, вот, допустим, если ты шаман, они с тобой будут работать по-шамански. Если ты сантехник, они с тобой сработают по-сантехнически. Вот. И, соответственно, через уважение, через какое-то, но не именно не присмыкание, не обожествление. Они любят позицию работать на равных. Когда ты с ними взаимодействуешь на равных, тогда происходят очень интересные результаты. Кому-то можно открыть дорогу, кому-то можно закрыть эту дорогу. И, в принципе, это все можно сделать одной и той же руной. Все зависит от, я не знаю, мастерства или чего. Хотя, знаете, вот иногда мне кажется, вот у тебя-то они работают, ты вот сделаешь, а мы делаем то же самое, как ты говоришь, и ничего не получается. Но это, как правило, люди заблуждаются. Все равно руна работает. Просто человеку нужно больше подтверждений. И, как правило, я сталкивался с таким, что я вижу, как руна сработала. Ну, а человек говорит, да нет, не руна сработала, это вот стечение обстоятельств и тому подобное. Потому что, когда мы соприкасаемся с чем-то таким непознанным, наверное, человеческая психика так устроена, что нам лучше списать это на хихи-ха-ха, и как будто это все нерабочее, нежели действительно увидеть, что есть результат, и этот результат может некоторых даже ошеломить в чем-то. Денис, вот ты несколько раз повторил работать с рунами, руна работает. Вот что значит работать с рунами? Я понимаю, что я, может быть, сейчас часть какой-то методологии у тебя спрошу, но я думаю, у многих зрителей тоже появится такой вопрос, что значит работать с рунами? Работать с рунами, это вот как работать мне с тобой, например. Вот сейчас мы работаем с тобой, ты меня снимаешь, я отвечаю на вопросы. Это тоже какая-то работа. А как мы общаемся? А мы общаемся напрямую. Также я с ними общаюсь как с живым человеком. Я к ней обращаюсь как к человеку. Руна там такая-то, такая-то. Помоги мне в том-то, том-то. И все, пошел процесс. Я не делаю там 33 поклона, зажечь там какую-то определенную свечку, встать на юго-восток или еще что-то. Все просто вот обычно, как для меня. Я считаю, что я стремлюсь к тому, чтобы любое практическое знание упростить без наложения каких-то вот непонятных атрибутов, там какое-то посвящение, какое-то там, я не знаю, цвет ручки выбрать, листок или еще там. Мне кажется, если я начну этим заморачиваться, это все-таки больше уводит от истины, нежели действительно приведет к какому-то результату. Ты когда работаешь с рунами, ты представляешь, рисуешь или, как говорят, просто формой настраиваешь пространство. Ты знаешь, Николай, вот когда начинаешь с ней взаимодействовать, она вот как ты ее сразу видишь, она вот сразу возникает, ее даже вот бах, и она уже есть. Иногда вот знаешь, они как помогают. Вот у тебя есть задача, ты просто вот задумываешься о рунах, отключив как бы логику, отключив ум, который в этом, наверное, иногда мешает. И может выплыть какая-то руна, логически как бы неподходящая. Вроде мне нужна руна, чтобы там дорогу простроить, а выходит какая-то руна, которая там к дороге, к пути никакого отношения не имеет. И в этот момент я себе доверяю, и я беру и работаю именно с той руной, которая именно вот пришла в моменте. Также и с людьми, которые ко мне обращаются, чтобы я этими рунами помог. Я никогда, у меня нету каких-то, допустим, заготовок. У тебя такая задача, сейчас подожди, вот эта формула. Или там, как вот знаешь, в аптеке. Нет такого.
под каждого человека что-то свое начинает То есть вырисовываться. получается, что у тебя, когда тебе нужно решить какую-то задачу, ты даже не берешь конкретную руну, они у тебя сами в сознании возникают, подходящие. То есть некая такая сонастройка происходит. Да, я даже вообще не заморачиваюсь. Я вот, ну, как бы вот этого вообще даже не думаю об этом. Но ведь для этого надо, наверное, глубоко их сначала изучить, вообще понимать, что такое руны и как они работают. Я даже бы, наверное, начал бы с того, чтобы, вот, допустим, какая-нибудь руна откликнулась из вот этих ряда там, да, нарисовал бы я ее и подолгу бы на нее просто смотрел. Ну, как медитации, что ли, или как трактака, как вот на пламя свечи смотрят. И ты прям начнешь чувствовать, что она начинает как двигаться, она начинает как-то вот как стекать в это пространство. И в этот момент, если у тебя в голове нету мысли никакой, вот у тебя начинают какие-то картинки идти. Или осознание чему-то. Вот как-то так. Ты же очень много по Мещере путешествовал за последние годы, даже домик там приобрел в тех сказочных местах. Есть какие-то камни, места, где вот эти старые руны, знаки сохранились? Я помню, мы с Александром Петровичем ездили по старым деревням, там вот эти обережные символы, это тоже фактически руны. А приходилось тебе там в лесах, в сакральных каких-то местах встречать вот эти старые прото-руны, о которых ты говоришь? Ну вот на каменном круге, которым и тебя туда привело, там вот руны трансформации явно я просматриваю. Вот все-таки. И действительно, я считаю, это место, вот, раз есть трансформация, ну вот как эта руна, значит, это преобразование. Или как вот взять, вот сказать по-мещерски, как сито, которое перемалывает злое в добрую муку. И там тоже можно заметить, не знаю, вот когда встаешь в самом кругу, как будто находишься, как будто вот, ну, пространство немножечко другое. Особенно это летом хорошо, когда вот эти там шершни, слепни там, а в нем раз и тебя что-то особо не трогают. И какой-то вот внутренний диалог останавливается. И даже еще хочу сказать, встречал сами камни даже в форме руны трансформации, на наличнике это мне есть. Или прям начинаешь находить, вот где этот камень. Я прям раз стою, вижу этот камень в руне трансформации, и потом понимаю, что по граням камня деревья также прям вот стоят, а общее пространство как полянкой. И получается, сама уже как полянка трансформируешь. Это прям даже есть такое место, прям в самой деревне, прям можно сказать недалеко. А руна трансформация — это твоя руна, которая тебе открылась, или вот из тех, что тебе Нет, руна как знающие да, показывали? да. Это вот она как бы, можно как сказать, из классического ряда, если так выразиться. Вообще, по-хорошему, вот мы с тобой много общаемся по этому поводу. Мне кажется, что вообще нет, скажем так, какого-то, не то что, а стандартного набора рун. Они под каждое событие, под каждое действие. Есть просто специфические руны, которые мы, может быть, в силу определенного своего незнания и такого сонливого состояния сознания, просто еще их не открыли и не поняли. Согласен полностью. Мы как будто, может быть, и соприкоснулись с какой-то маленькой ее грани. Вот как алмаз, допустим. Вот для меня руна это как алмаз. Вот мы сейчас тусуемся на какой-то грани, на этой поверхности, и думаем, что это вот как слепые с этим слоном трогают. Я понимаю, что там еще что-то больше. И самое важное в руне – это не название ее, а именно форма. Вот чем четче ты будешь работать с самой формой объемной, тем вот больше КПД, я считаю. Вот ее надо как-то прочувствовать. Я тут недавно один пример хороший видел. Человек с техническим умом сказал: ребята, говорит, ну что такое руна? Руна — это описание тех процессов. Точно так же, как у нас есть чертеж, например, какая-нибудь электрическая схема, что нужно сделать, так же и руна, которая показывает техпроцесс. И когда ты наконец-то своим умом доходишь, как с помощью вот этого образа, символа развернуть пространство, время, может быть, еще что-то, тогда у тебя все начнет работать, тогда у тебя камни будут летать по мановению волшебного твоего слова, тогда, грубо говоря, ты сможешь там из песка пирамиды строить. Это как будто это какой-то элемент, который постоянно в движении. Вот для меня, в моем осознании, руна, она не статична. Она, вот даже если мы ее видим как знак, но она в любом случае не статична. Она постоянно в движении. Это постоянный какой-то танец ее преобразования. А что, о чем это можно говорить? О том, что это многовариантность. И почему она и помогает? Потому что она постоянно меняется, постоянно что-то. Если бы это было, ну,
Поэтому и кажется, ну не кажется, а уверен, что значений и понятий больше. Это не просто как там А буква и все, а это что-то вот как, по сути, вот как, может, китайский иероглиф, за которым за деревом дерево, а за деревом дерево и дальше, 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 дальше. Я убежден, что дальше наверняка, раз даже вот взять вот так, Вадим Сергеевич Крикоров на это внимание обратил, человек там с, с техническим образованием, да, вот что-то его внимание упало на руну, допустим, оболочка, и дальше он взял это разбирать, там вот, интересный труд. Там, конечно, нужно мозги включить, я не знаю, там, ну, сам тот факт, и мне вот даже я удивился, вот представьте, сами эти руны, по сути, они приходят в начале миллениума, это вот перед 2000 годом. Такое ощущение, как будто страница перевернулась, поменялись какие-то принципы, и нам как бы вот, они не новые, это что-то старое, которое нам подкидывают, чтобы в новом сейчас нашем пространстве, в нашем духе времени, чтобы как-то взаимодействовать с чем-то, нужны новые инструменты. И вот они пришли. И раз ты можешь, даже убежден, я вот помнишь, тебе даже говорил, у меня даже есть такой ролик на моей группе, скачал с РЕН-ТВ фильм, называется «Древнекитайская Русь». И там, если притормаживать паузу, при переключении кадров, кто вставил эти руны? Какой-то, я же интересовался, оказывается, без там режиссера, редактора, да ты там ничего своего не воткнешь, если кто-то это должен, ну я не знаю, рецензию какую-то поставить. Зачем это сделано? А сделано все так, это все прям сразу летит в мозг. Это как 25-й кадр кто-то там использовал. Я, насколько знаю, ну, я это знаю, это я для зрителей говорю, насколько я знаю, у тебя же вот твой первичный опыт общения, а иначе это не называется рунами, собран в твоей книге, которая называется «Я руна», которая, в принципе, уже напечатанную даже можно приобрести, кто пожелает. И сейчас вот отдали мы на рецензию книгу в нашей издательстве «Белой Альвы». Дай бог, если она там выйдет, это будет совсем интересно. Почему вообще книга эта написалась? Для кого она? Для себя, для людей? Или это, как знаешь, это самое подведение итогов с первичного опыта? Знаете, эту книгу я так как-то написал, я там ничего не разжевываю. Ну, я как бы, для меня это как будто, знаете, это как крошки, это как ключи такие разбросанные. Ну, с одной стороны, может, как предохранение от чего-то, а с другой стороны, ну, хочется, чтобы читатель тоже включился в процесс познания и раскрывания, чтобы не просто взять и, там, допустим, переварить это что-то, а что-то вот, ну, включиться вот в процесс. И почему я ее назвал, эту руну, «Я руна»? Потому что я считаю, когда я работаю с этой руной, я отождествляюсь с процессом, я и становлюсь самой руной в этот момент. Почему, когда люди ко мне обращаются и там, ну, помочь рунами, я понимаю, что сама практика руническая при взаимодействии, она может по времени быть там минуту, полторы-две, потому что я должен тотально быть в этом процессе. Я не могу, я думаю, ни один человек не сможет 15 минут рунами что-то на тебя делать. Все равно он начнет думать о супе, о пятке, там, я не знаю о чем. В желудке заурчало. Поэтому, когда я взаимодействую вот с руной, мне больше времени приходится учитывать на то, какой мы сделаем ей запрос, чтоб я слышал человека, ну, что он хочет от меня, и чтобы вот это наше намерение, как бы вот я даже называется, острие намерения, да, чтобы мы оба понимали терминологию каждого слова. Потому что, может быть, он под этим словом имеет одно, я другое. Я не могу, ты это нужно, ну и давай. И вот когда мы четко прям вот понимаем, что нам нужно, вот как бы вот все, и точечно, бам, ударяем как раз этой руной в эту задачу. И происходит тогда результат. И лучше задачи эти раздробить. Ну, не все в кучу смести, а вот раздробить. И доверять этой руне с благодарностью. И если ты ими воспользуешься, не надо ее
по 50 раз долдонить одно и то же. Ну, если ты это делаешь, это говорит о том, что ты ей не веришь. И ты думаешь, если ты там сейчас делаешь ее 50 раз там нарисуешь везде, на лбу, там на плече, на где угодно, у тебя это сработает. Так лучше, это как с молитвенное состояние, наверное, Николай, как-то, да, наверное, вот, или вот кто медитирует, вот. Здесь тоже, видимо, такое. Тут о истоках еще интересно поговорить, ведь мы буквально краем прошлись по термину мещера, о тех чудесах, которые там происходят. Но, наверное, многое из того, вот, что ты открыла, родилось благодаря вот этим вот чудесным местам. Я вот... Рязань для меня тоже оказалась таким достаточно серьезным открытием, потому что во многих, скажем так, нехорошее слово, локациях, там действительно явь с навью, быль с небылью и чудеса и леший бродит. Причем не в переносном, а именно в прямом смысле. Вот насколько мир Мещеры сохранил вот тот сакральный мир, который можно даже физически пощупать руками. Такой образ для меня, знаешь, такое ощущение, как будто там та дверь, которая вот здесь, вот там вот мы в столице, можно сказать, ну, это мое мнение, без права там на истину в последней инстанции закрыта, а там как будто вот ее закрыли, но она вот не закрылась до конца, и осталась какая-то щелка, щель. И вот в эту щель что-то еще видно, и с чем-то можно соприкоснуться. Причем чудо настолько, что сначала кажется, что это вот мещерские сказы, со знающими общаясь. Ты думаешь, это вот как-то было где-то, когда-то, а когда начинают вот эти факты происходить, что ты сам это начинаешь видеть, как вот это вот необычное явление, которое мы увидели в небе, вот зафиксировали, да, еще какие-то моменты. Даже тоже, если мы берем жарового змея, там его же тоже даже в наше время люди встречают. Ты понимаешь, о чем речь. А другой скажет, а почему вот этого как бы мало? А мне вот понравилось, как вот они ответили, знаешь. А любят ли сейчас так же, как раньше, когда человек ушел? Ведь он же прилетит к тому, что та женщина, она страдает и жить без этого не может. Тогда он появляется, тогда какая-то магия происходит. А сейчас раз там переключились там или еще куда-то что-то пошло. Мещера для меня произвела очень огромное впечатление. Получается, я и родом-то оттуда. Если брать эту мещеру, это она похожа на колокол. Если та локация, местоположение, где в настоящий момент я копаюсь, это, можно сказать, низ этого колокола. А родился я как бы в вершине этого колокола. Но насколько было мое удивление, что в прошлом году, по-моему, к нам приезжал Семенов, ДНК генеалогии, забирал заборы. Мне посчастливилось, и он у меня тоже забрал. Представляешь, у меня совпадает ДНК один в один с жителем деревни, который там испокон века. Да он даже, если честно, даже отчасти на отца моего похож. Потомственный мещерянин. Ну, да, Лубняк, или там как, можно так сказать. Но удивляешься это. Опять же, вот такие всякие вещи, которые... Ну вот представь, вот, допустим, я от источника отхожу, вот от источника течет небольшой ручеек, впадает в другую речку. Меня что-то туда тянет. Я иду на слияние этого ручейка с речкой, там островочек. Я наступаю на этот островочек, смотрю себе под ноги, а под ногами у меня лежит куриный бог. Это камень с отверстием, ну, вы знаете, да? Вот это удивительно. Ну да, я знаю, там в Краснодарском крае много можно этого найти. Ну, в любом случае еще надо постараться. И вот таких моментов очень много. Или вот смотришь вот на Параскеве Пятницы, где воду набирают. Я приезжаю, как-то хочу набрать. Обращаешь на это внимание. Вот оно, вы знаете, вот эти вещи ты не выискиваешь с лупой, как Шерлок Холмс, а это как будто вот тебя само раз. Я смотрю, а там лежит каменное сердце. И вот таких вещей там очень много. Очень-очень много. Деревья, или которые тебя сами вот приводят. Вот эти вещи, они... Я считаю так, что там же от знающих существует такое понятие. Там люди, ну, какое деление? Есть человеки, а есть люди. Людина – это тот, кто оторван от природы. Человек, который взаимодействует с природой.
и в природе находится. Соответственно, когда ты ведешь себя как человек, когда ты как маленький принц понимаешь, проснулся с утра, убери свою планету без осуждения, то это пространство начинает с тобой тоже взаимодействовать. Объясню. Вот, например, можно ездить там по местам силы, ну, мы все там ездим, там, или кто-то, да, а вот попробуйте вот так на этом месте силы повзаимодействовать, без стяжательства. Пришли, посмотрели. Я очень радуюсь, когда мы находим очень много мусора. Он как будто вот нам встречается. И мы начинаем этот мусор собирать. Ну что не могут сделать живущие, там, я не знаю, духи места, ну как угодно вы назовете. Да они не могут за нами это все убрать. Они все могут. И, соответственно, происходит диффузия. Каким образом? Да не надо у них ничего просить. Они сами тебе помогут тогда, когда ты ж где-то не вывозишь. Все. И только все искренне и честно. Это как, по сути, по принципу сказки Морозко. Ну, с каким-то намерением. Тепло ли тебе? Тепло, 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 тепло. И все вот как-то так. Вот даже вот взять вот ту ситуацию, когда мы стали... Алеша есть такой Шиловский. С Александром Петровичем мы вот, ну, снимали об этом фильм. Да какое мое было удивление, он меня приводит на могилку Алеши Шиловского. Я смотрю на фотографию, вылитый сталкер Тарковского. Мы начинаем в этом направлении копать, а оказывается, Тарковского там рядом дача. А по годам, получается, он легко мог с ним, ну, увидеть его. И оказывается, у Тарковского был как бы, ну, как конфликт с братьями Стругацкими, потому что сталкер-то это как бы майор, как, ну, такой. А он выбирает образ юродивого, и это есть. И поэтому я говорю, для меня Мещера это город Зеро с Филатовым, где, блин, удивляешься, и это есть, и что только нет. Да даже вот последние находки. Отец Сергий, вот пошел погулять, ему бобры прям на эту, как его, на плотину бобровую сверху поставили горшочек, вот у него сейчас стоит, удивительной красоты. Вот, какие-то зубы на улице, прям на дороге, находим зубы динозавров там. Ну как это? А вот этот вот крайний случай, да меня вообще удивил, Николай. Ты же приезжал к нам, видел, мы там помогаем восстановить храм, да? Вот подошли к этапу, что нужно ставить маковку, ну, вот это все. Я не знаю как, я встречаю человека, который живет, оказывается, недалеко со мной, я хотя бы поинтересоваться, сколько это стоит или как. А он мне говорит: Денис, да я тебе все так сделаю, у меня все есть, материал. И сделал, и привез. Вот как это? Вот насколько это? Я считаю, что если ты хочешь хотя бы чуть-чуть себя услышать, ну хотя бы начни с того, что ну погуляй, я не знаю, по парку, по лесу, ну куда-нибудь съезди туда, послушай вот этих птичек. Или там, я не знаю, на муравьев каких-то понаблюдай. И тогда что-то там внутри тебя начнет отзываться, что-то в твоем сознании начнет меняться. Это, наверное, живая религия, наверное, или как это сказать. Я верю в чудеса. На самом деле уже полчаса прошло наше общение с Денисом. Всего удивительного, что происходит в этих сакральных местах, рассказать крайне сложно, но можно посмотреть. Еще раз, дорогие друзья, напоминаю, загляните в описание, в закрепленный комментарий, потому что именно на своем канале Денис собирает все те откровения, удивительные сказы и даже записанные на цифровое видео чудеса, которые происходят в этих удивительных местах. Но я думаю, это не последняя наша встреча. Дальше мы поговорим о традициях Рязанской области, о других сакральных тайнах, о святых источниках, с которыми тоже происходит огромное количество удивительных историй, о священных камнях, на некоторых из которых мне удалось побывать. Ну, расскажем об этом больше. Не переключайтесь, дальше будет интересно. И
До новых встреч. Спасибо. Благодарю вас.